Здравствуйте. Продолжаем рассматривать крупнейшие аварии, происходившие на атомных электростанциях в мире. Сегодня Фукусима. Авария произошла 11 марта 2011 года. Здесь на фотографии это станция Фукусима-1 до аварии. Это уже авария. Здесь видно, как происходит паровой выброс в окружающую среду. Здесь видны разрушенные конструкции энергоблоков, которые подверглись разрушению. Ну а здесь принципиальная тепловая схема энергоблока, который реализован на этой электростанции. Тип энергоблока БВР, Boiling Water Reactor в английской аббревиатуре. Это реактор кипящего типа. В нем циркулирует один контур теплоносителя. Теплоносителем является вода. Обеспечивается отвод теплоты от реактора. Вода кипит, и в результате образующийся пар после сепарирования направляется в турбину, где совершает работу. После того, когда отработавший пар сконденсировался, он вновь возвращается в контур реактора. Авария произошла в результате стихии. Недалеко от электростанции произошло достаточно сильное землетрясение. В результате на всех действующих энергоблоках, а в этот конкретный момент на электростанции работало 3 энергоблока, сработала система защиты и произошла остановка оборудования, и реакторы начали охлаждаться. Все происходило в штатном режиме, но землетрясение вызвало несколько волн цунами. И вторая волна цунами высотой 11 или 13 метров казалась настолько большой, что гидротехнические сооружения не выдержали ее напора, и эта волна залила всю территорию станции. Волна прошла все вот эти барьеры и прошла на территорию станции. В результате этой волны было выведено из строя оборудование, которое не имеет отношения непосредственно к работе реактора, но оно имело отношение к системам, которые отвечают за отвод теплоты от реактора. А с другой стороны, электростанция потеряла электроснабжение, в том числе и аварийное. У нее осталось в работе аккумуляторные батареи и один дизель-генератор, который работал на воздушном охлаждении, так как все аварийные дизель-генераторы с водяным охлаждением также были выведены из строя в силу того, что системы отвода теплоты перестали работать. Считается, что в этот момент станция была обречена на полное дальнейшее разрушение. Что и произошло. Через какое-то время накопившийся в реакторах водород взорвался, и это привело к разрушению реакторного помещения, что привело к выбросу в атмосферу радиоактивных веществ. Суммарный выброс составил 326 миллионов кюри, что меньше, чем, например, при Чернобыле. Там 380 миллионов кюри. Но, с другой стороны, это достаточно много, сопоставимая, как вы видите, цифра. Но главное заключается в том, что основным загрязняющим воздействием, то есть вот по оценкам 80% всех выбросов ушло в океан с водой. Разрушено 3 реактора, я повторюсь, и при аварии погибли 2 человека. Но надо сказать, что эти люди погибли от цунами, а не от того, как развивалась ситуация на энергоблоках. Здесь мы видим то же самое, что и видели на предыдущих фотографиях по прежним авариям: ликвидация последствий, тушение пожара, дезактивация, разбор завалов. Все в целом то же самое. Всего в ликвидации приняли участие 200 тысяч человек, но надо сказать, что непосредственно на аварии работало 200 человек. И из этих 200 человек 50 были сотрудники станции, а 150 добровольцев. Но последствия устраняли уже большим количеством людей. Надо отметить, что при ликвидации последствий аварии на Фукусиме организация ликвидаторов таким образом организована. Если человек получает предельную дозу, которая определена в 100 миллизивертов, он уходит из числа ликвидаторов, и на его место встает другой. Такая ротация постоянно осуществляется до сих пор. Сейчас на станции ведут работы в районе 7 тысяч человек. А работа со смертельным риском, то есть работа, которая связана с входом в активную зону реакторов, исключительно на добровольной основе и только для людей пожилого возраста. Эвакуировано 200 тысяч человек, но здесь надо сказать, что оценки затруднены тем, что эвакуация осуществлялась там не только за счет аварии, но и за счет наводнения, которое произошло.
произошло в результате цунами. Считается, что в результате последствий аварии на атомной станции эвакуировано в районе 200 тысяч человек. При этом 51 человек умер в результате эвакуации. Это связано с тем, что необходимо было эвакуировать тяжело больных людей из больниц. И вот они так и не выдержали этого переезда. В районе 135 тысяч людей до сих пор проживают во временных пунктах. Зона отчуждения для аварии на Фукусиме показана вот здесь. На правый рисунок надо смотреть. Видите, это след, который оставил радиоактивный цезий, который вырвался в атмосферу. Это серая зона, это та зона, которая отмечалась на момент аварии, а красным цветом это та зона, которая до сих пор считается зараженной. А здесь показана карта замеров радиоактивного фона в районе 2011 года, когда произошла авария. Это последствия сбросов воды радиоактивной в океан. Известен даже случай, когда на территории побережья США, вот там видно эту полоску, был выловлен тунец, у которого поглощенная доза цезия, если я правильно помню, в 100 раз превышает ту, которая характерна для этой рыбы в этой территории. Следствие в целом. Затраты на ликвидацию оцениваются в районе 200 миллиардов долларов, и из них 70 примерно миллиардов составляют компенсационные выплаты людям, которые пострадали от аварии. Очевидно, приостановка программ развития атомных электрических станций в Японии. Все строительства атомных станций заморожены и до сих пор заморожены. И в 2013 году были остановлены все действующие энергоблоки, которыми Япония располагала. Но надо сказать, что к этому времени происходит некоторый откат, более щадящая уже политика по отношению к атомной энергетике. И сегодня уже введены в эксплуатацию 33 энергоблока из тех, которые были остановлены. Новые пока не строятся. Надо отметить, что произошли изменения в архитектуре управления атомной энергетики в Японии в полном ее объеме. Все те институты управленческие, которые были, упразднены и созданы новые. Это очень важный момент по организации работы в атомной энергетике. Изменена стратегия развития энергетики Японии в пользу органического топлива. И в частности, заметно увеличена доля сжиженного природного газа в топливном балансе Японии. Очень важный момент, произошла смена правительства Японии. Дело в том, что во время развития этой аварии, она развивалась несколько дней. По указанию японского правительства тайно были проведены сливы зараженной радиоактивной воды в океан. И японское правительство даже было вынуждено публично извиняться за эти действия. Больше это правительство уже не работало. Ограничение рыболовства в загрязненных территориях, ну и устранение последствий, конечно же, до сих пор продолжается. Причем это устранение происходит все еще в активной фазе. Хотя прошло уже 10 лет. Коротко все об аварии на Фукусиме. Но я хочу еще одно видео записать для того, чтобы провести сравнение между всеми этими авариями. Спасибо за внимание. До свидания.